Так а что ты думаешь? Думаешь, реально покажет новый клип? Очень хочется, Вань, на это надеяться, но я думаю, что если бы был новый клип, его бы уже, мне кажется, как-то проанонсировали, протестировали, мы бы уже... Что-то хлопнуло? Нет. Это мне пришло сообщение. Я думал... Сообщение от Диарс. Может быть, там написали, Да. какой клип Они появится? мне там пишут, но в том-то и... Представляешь, в том-то и нонсенс, то, что обычно за несколько дней уже есть предположение, что будет, что Да, можно ждать. А в этот раз как бы все такое таинственное, хотя, по факту, если, какие, есть два клипа. Это вот последний клип Кайран Елим и клип на песню Акуим. Саш, есть 3 клипа. Ты, наверное, не смотрел новость на канале Эхо Питера, но у меня есть один любимый клип, который My Beauty называется. Это там, где Димаш еще с длинными волосами? Нет, это там, где он ездит на хорошей машине. Я себе тоже такую хочу теперь. Ясно. Я думаю, что тот клип для MTV уже устарел. Давай обсудим это в нашей передаче. Привет, друзья и гости канала Алга Петербург. В студии Саша Карельский, Ваня Червинский. Друзья, всем большой салем! Сегодня пятница, в Санкт-Петербурге прекрасная погода, 17 градусов за бортом. А мы с вами ведем беседу, диалог, обсуждаем интересные новости, которые случились на этой неделе. И я думаю, самое время подвести такой некий итог. И первое, с чего хотелось бы начать, Вань, вчера, 1 октября, был Международный день музыки. Я поздравляю тебя с этим праздником. И ты знаешь, я вспоминаю свои такие школьные, подростковые годы, когда мы пацанами подходили друг к другу и спрашивали, а что ты сделал в свои годы для хип-хопа? И вот, переводя это в русло уже современное, Вань, что мы с тобой сделали для музыки? Кстати, вот ты сейчас затронул тему хип-хопа, и это еще вот можно развить в ту сторону, что это же ты затронул раннее творчество такого великого российского рэпера Тимати. Да, конечно. Поэтому вот можно сказать о том, что все-таки где же новые молодые рэперы у нас? Почему у нас нету такого развития, как, например, какое есть развитие в Казахстане? Где вот эти вот все озорные, с горящими глазами вокалисты мирового уровня? Или, как ты еще говоришь, есть одна звезда на нашей планете, да? Но я тебе могу сказать, что если говорить про молодых рэперов, они есть, но у них проблемы с дикцией, и их тексты становятся понимать все сложнее и сложнее. Поэтому, наверное, отчасти, Вань, мы с тобой переключились на музыку. На них не хочется смотреть, да? Хочется плакать. Вот. И поэтому, разумеется, сегодня будем обсуждать творчество, музыку и наших друзей из Казахстана, и мировую звезду, в частности, Димаша Кудайбергена, презентация клипа которого состоится на международном канале MTV, причем в Америке. Я думаю, что это очень большое достижение, большая новость для всей семьи Диарс, для Димаша, конечно же. А мы вот с тобой уже успели погадать, что это будет за клип, но пока, к сожалению, так и не пришли к общему. Но это же уже сегодня, а возможно, даже кто-то смотрит сейчас передачу нашу и уже знает, что вот за такой таинственный клип. Кстати, хочу тебе рассказать одну историю про то, как вообще канал MTV стал популярным. Ну-ка. Дело в том, что вот в начале 80-х годов это была обычная маленькая такая вот телекомпания, которая транслировала музыкальные ролики. Вот. Но примерно также в начале 80-х появился такой вокалист и стал супер популярным. Его звали Майкл Джексон. Слышал про такое. Да. Вот. И после его появления был неимоверный взлет, и вот этот канал он стал первым и, наверное, самым известным во всем мире. И сейчас все вот звезды, которые там появляются, они также получают всемирную известность. В любой стране, мне кажется, смотрят MTV. То есть они не побоялись тогда пригласить Майкла Джексона на свой канал, и это сыграло для них такую решающую прям роль, я так понимаю.
канал пошел на взлет. То есть есть шанс, что сейчас у MTV будет второе рождение. Возможно, да. Тем более, что сейчас вот все уходят в интернет, и уже телевидение не так часто смотрят. Но вот получается, что это второе дыхание откроется. Вот я, Ваня, кстати, делал об этом новость, о том, что клип Димаш на казахском языке покажут по MTV. И даже давал ссылку друзьям на официальный канал. А оказывается, есть еще на Ютубе канал MTV, который называется International. Так вот, самое интересное, что MTV International проводит такой небольшой опрос. Кого на предстоящей церемонии 8 ноября, церемония называется MTV Europe Music Awards 2020, хотели бы видеть? И есть шанс прям реально пройти и проголосовать. Есть там вкладка такая «Сообщество», на нашем канале он тоже есть. Нужно перейти и написать имя артиста, кого бы вы хотели видеть вот на этой замечательной церемонии MTV Europa Music Awards. А мы ссылку оставим, да? Обязательно оставим, и я думаю, сделаем хорошее доброе дело, если у нас все получится. Да, я очень хорошо знаю, вот, что Диерс очень активный в этом плане. И, кстати, благодаря Диерс Димаш появился уже в Турции. Да, на турецком телевидении. На турецком телевидении. И много где тоже появляется. Все благодаря Диерс. Поэтому то, что Димаш Канатович, он сказал, что я благодарен всем поклонникам со всего мира за ту работу, которую они проделывают. Я думаю, что он это сказал не случайно. Вот. И мы должны тоже, конечно, всем Диерс сказать большой привет. И, пользуясь случаем, еще хочу сказать отдельное спасибо японскому фан-клубу, вот, потому что вот в Международный день музыки 1 октября также на популярной радиостанции в Японии целых 4 композиции в отдельной передаче прозвучали песни Димаша Кудайбергена. Да, очень большую работу Диерс делают в продвижении творчества. И там тоже песни на казахском языке. Акуем будет звучать. Это один из потенциальных, да, клипов, которые мы можем... А я все-таки ставлю на Киркимим My Beauty на английском. Мне нравится очень этот клип. И он подходит, он такой молодежный, он подходит вот как раз под формат. Может быть, мы сможем увидеть ремейк. Но также мы не будем отпускать надежду о том, что, возможно, это будет вообще презентация какого-то нового клипа. Может быть и новый. Если будет новый, и вот все это время мы... Получается, что когда Димаш говорил, что скоро вас ждет кое-что особенное, мы вот все с тобой говорили. Ведь мы же, Ваня, видели съемки, секретные съемки и на стадионе спортивном. Он говорил, это не передача и не клип. А-а-а. И мы тогда гадали, вот это передача, потом нет, это 100% клип, потом нет, это 1000% это реклама. А может быть нас вот как раз вот это кое-что большое, это как раз захват американской аудитории с помощью нового клипа на какую-нибудь новую классную песню. Ну, вот Димаш, как всегда, в своем репертуаре очень много тайн, очень много загадок, не дает он расслабиться. И такой спокойной, такой релаксирующей жизни для Диерс всегда нужно быть как бы в тонусе, всегда нужно следить за Инстаграмом, за новостями. Поэтому подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. Как на канал Димаша Кудайбергена, так и на наш канал у нас всегда очень хорошие, свежие новости. Кстати, Саша, вот ты говоришь, что не дает успокоиться, да, Димаш, а так же, как и не дает конкурс песен на канале Алга Петербург. И я знаю, что сегодня, вчера вышла новая серия. Да, был объявлен старт голосования на самую прослушиваемую песню Димаша в сентябре. Посмотрите обязательно этот выпуск по подсказке и под ним напишите 3 песни, которые вы чаще других слушали в сентябре. Таким образом мы поймем ваше настроение. Ну что, какие у тебя песни? Я выбрал 3 песни. Это были песни «Махаббат Бермаган», «Осенняя печаль», «Autumn Strong» и 3-я песня «Could Not Live». Вот эти 3 песни вот я прям заслушал. Ладно. А у меня, я напишу в комментариях. Вот. Следите. И внимательные зрители найдут песни, которые мне нравятся в комментариях. Супер. Ну и... Но не к этому, да? В комментариях к ролику с конкурсом. Хотя, ты знаешь, наши зрители никогда нас особо сильно не слушают. Вот, и я уверен, что под этим выпуском мы тоже найдем много комментариев. Ага, а может быть тогда будет даже кто-то, кто напишет нам в Телеграм.
Друзья, у нас работает Telegram. А потом я буду собирать, да? Да. Все эти голосования во всех источниках. Век высоких технологий, Big Data. Вот, соответственно, я думаю, что ты справишься. Еще у нас работает WhatsApp. И у нас открылось, и сейчас мы активно работаем на Яндекс.Дзене. Поэтому, друзья, кто еще там не был, заходите, там очень интересно. Читайте наши статьи, пишите в комментариях ваше мнение по поводу нашего Яндекс.Дзена. Можете писать здесь, а можете писать на Яндекс.Дзене. Ну и также, Ваня, хочу рассказать одну интересную историю, которую я увидел в Инстаграм. Вот, прислали наши друзья о том, что Димаш случайно заглянул на огонек на репетицию знаменитого в Казахстане оркестра имени Курмангазы. Это государственный академический оркестр национальных инструментов. И как он сказал, я вот сейчас зайду на секундочку, а да. потом встал, как партитура, да, называется? Ну, я думаю, что наверное, да. Встал и такой, а вот все, друзья, теперь я на несколько секунд буду у вас дирижером. Но что самое примечательное, и вот то, что действительно вызывает такое вот некое благоговение, трепет, это когда по традициям Казахстана, вот у нас я не встречал, когда старшие дают наставления, дают бата, благословения, если можно так выразиться, вот Димашу напутствие. И вот самые старшие агашки из оркестра вышли и вот прочитали, дали какое-то наставление. Все сводилось к тому, что они очень сильно любят, переживают за Димаша и надеются, что у него все будет хорошо и что он будет дальше прославлять казахскую национальную культуру, и все у него в этой жизни будет получаться. И вот сила духа оркестра Курмангазы теперь прибудет из Димаша. А у нас знаешь, почему бата не дает? Почему, Вань? А потому что у нас некому. Как ты можешь себе представить, чтобы один дедушка дал другому дедушке? Вот такого не может быть. Да, у нас есть проблема поколения, смены поколений. У нас все дедушки еще на эстраде, они еще в активной фазе. Да, вот когда уйдут, могут стать уже агашками. Вот Киркоров, уважаемый Филипп Бедросович, может сейчас сложить себе полномочия короля эстрады российской и, соответственно, стать агашкой и уже воспитывать молодых. Вот там у нас молодых, правда, нету, я вот не знаю никого. Зато появятся и как раз появятся молодые. Вот на этой позитивной и оптимистической ноте хочется нашу сегодняшнюю беседу закончить, друзья. И увидимся мы с вами завтра, послезавтра и в ближайшее время на нашем канале YouTube, на наших каналах YouTube, на нашем Инстаграме, на нашей колонке в Яндекс.Дзене. А давай еще один небольшой видеофрагмент посмотрим. Процветания латвийскому фан-клубу Димаша, который сегодня отмечает свой первый день рождения. Девчонки, вы лучшие! Maha